Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие же роковые перемены вас ожидают? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Так, вот знаете, у вас такая нехватка любви идет. Даже не только любви, я сказала бы, а даже вот интима. Вы как будто, знаете, вот изголодались, измучились без женщины. Вот у вас острая нехватка именно вот этих вот флюидов женских. Я абсолютно не вижу сейчас стабильных отношений. Женщина, которая была важна для вас, она, скорее всего, находится на расстоянии. Поэтому, поскольку вы хоть и вступили сейчас в абсолютно новый жизненный этап, но новых отношений я пока не вижу. Вам хочется, да, вот это происходит на уровне каких-то мечтаний, на уровне мыслей, на уровне вот каких-то ваших хотелок, да, вот вы хотите очень и новые отношения, именно даже семью, я бы сказала. И в то же время вам уже очень хочется вот каких-то вот плотских страстей, но именно страстей с любимой женщиной. Вы мужчина, который, знаете, вот, несмотря на то, что вы сильный мужчина, в общем-то, мужчина, который умеет зарабатывать, вы в чем-то даже, вот знаете, вот такие вот у вас есть характерные такие черты, в чем-то вот, как будто вы еще не выросли, да? Вот без обиды абсолютно. Вот какая-то еще юношеская, может быть, наивность, какая-то такая, может быть, ну, знаете, вот бывает такое поведение, детское ребячество, что ли. Вот бывают у вас такие моменты. Может быть, у кого-то это не сейчас, было вот еще чуть раньше, да, вот до вашего расставания с женщиной, потому что я не вижу сейчас женщины, у вас женщина на расстоянии, которая важна была. Может быть, в тот период, вот когда вы были еще не один, вы могли любить дурачиться, вот именно как мальчишка, да, я не говорю, что вы на работе будете там с начальником дурачиться, нет. Смотрите, вот какая-то вот чистота и наивность. Человек, вы знаете, довольно такой, ну, вы... Я не могу сказать, что вы любите вот начинать все с чистого листа. Вы очень привязываетесь к вещам, к людям, каким-то событиям, ситуациям. Поэтому для вас очень тяжело и проблематично менять даже вот обстановку. Я имею в виду, когда вы, допустим, переезжаете, вот, может быть, вы там снимаете один дом или квартиру, потом переезжаете в другой. Когда вы даже, может быть, кабинет, вот, да, вот, допустим, к примеру, может быть, кабинет вы меняете, были в одном, перешли в другой, уже вам как-то неуютно, некомфортно. К людям еще больше вы привязываетесь, поэтому, чтобы разорвать вот эти вот связи, вот эти ниточки, которые вас связывают именно с людьми, довольно вам непросто, бывает именно морально. Очень вы такой вот близко, ну, близко к душе, к сердцу все берете, да, вот, несмотря на то, что вы мужчина, да, казалось бы, это женщины более ранимые, сентиментальные, но есть такие черты у вас, вот есть очень такой вот вы, ну, ранимый человек, я бы сказала. Да, абсолютно вы ориентированы на семью, абсолютно. Вам настолько, знаете, вот еще вам ужасно не хватает вот этих вот эмоций, которые дает любимая женщина. Это касается вообще и в повседневной жизни, в быту, и плюс вот этой заботы, нежности, ласки. Вы как будто изголодались по этому всему. Ужасно вам хочется испытать вот это состояние, даже, знаете, может проигрываться, что вы любите вместе вот с женщиной что-то делать, да, это касается каких-то бытовых вопросов, там, убирать, готовить, что-то там, я не знаю, может быть, в саду копошиться, на даче, где-то еще. Ну, то есть вы очень такой вот созидательный человек, и вам, ну, просто жизненно необходимо иметь пару, вот как воздух вам необходимо. Итак, давайте-ка теперь посмотрим, какие же роковые перемены вас ожидают. Потому что на данный момент я вижу пока на уровне вот мечтаний, да.
Вот вы хотите женщину, вы хотите отношений, вы хотите того же интима, да, вот, ну, просто уже пар из ушей идет, да, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Хочется вот этих всех страстей вам испытать. Итак, что же вас ожидает? Вот посмотрите, очень четко у нас проигрывается, вот после вашего состояния одиночества, которое вы сейчас, вот, возможно, испытываете, да, кому-то, может быть, нравится это состояние, но все же в глубине души, вот, если копнуть очень глубоко, без бравады, без бахвальства какого-то, все равно каждому человеку хочется любить и быть любимым. И когда человек обычно говорит, что да, да надоело, да не хочу, я буду жить для себя, ну, за этим кроется очень глубокая душевная рана, так сказать, да, вот какая-то, может быть, психотравма серьезная, расставание, разочарование, да, и человек таким образом, вот как бы, знаете, как психологический барьер, человек просто отгораживается, что вот защищается, вот не хочу, не буду, больше не нужны отношения, мне хорошо одному, это всего лишь защитная реакция. Да, бывают, но это единичные случаи, которые говорят о том, что мужчины, ну, это редкое исключение, что любят, ну, реально любят быть холостяками, которым вообще не нужна ни семья, ни дети. Но это очень-очень мало таких мужчин. Поэтому после вот вашего состояния одиночества, может быть, тотального одиночества, в вашей жизни появится женщина, с которой вы сможете испытать вот именно всю ту гамму, все те краски, да, вот во всей красе, вы сможете и все эмоции испытать. Вы по-настоящему, вот по-настоящему влюбитесь. Это будет, может быть, уже в который раз, да, у некоторых из вас. Кто-то, может быть, в течение жизни один раз серьезно любил, влюблялся. У кого-то это было дважды, трижды, у каждого по-своему. Но тем не менее, женщина, которая появится в вашей жизни, она семейно ориентированная. Причем, знаете, вот как-то вот женщина будет поначалу немного сомневаться, да, вот стоит ли вступать в отношения, не стоит. Давайте уточним, почему она будет сомневаться. Потому что, смотрите, потому что в ее жизни было предательство. Причем предательство настолько такое сильное, болезненное, что, скорее всего, она либо же своими глазами, может быть, увидела, ну, своего мужа, мужчину с другой женщиной, ну, чуть ли не за руку схватила, да, вот, то есть это был как бы двойной удар. Хотя, несмотря ни на что, вот вы и понравитесь, да, вот у нас король кубков, она точно так и влюбится в вас, и вы в нее влюбитесь. Но вот у нее будут некоторые страхи поначалу, потому что она почему-то будет бояться предательства. Вот как будто она еще не отошла от той вот трагедии, которая произошла в ее жизни. Давайте-ка посмотрим, что же будет дальше. Да, вот она очень сильно боится нового разочарования. Она боится новой боли. В принципе, это нормально. Это нормально, но вы, я вам скажу, вот вы ее выведете из этого состояния. Вот именно своей любовью, своей заботой вы поможете ей понять, что вы другой, что вы не такой. Вот. Это будет, конечно же, не сразу. Это будет не сразу, но вы будете работать, вот именно работать над этим, чтобы как бы ее сердце, душа оттаяли, да, чтобы она смогла полностью открыться вам, чтобы она смогла довериться, потому что, ну да, она влюбится, симпатия, все такое, вот как человек там и внешне, да, вы ей понравитесь. Но ведь это еще не все, нужно и душу открыть, да, нужно как-то довериться, полностью довериться. Поэтому вам придется, конечно, поработать над тем, чтобы с этой женщиной продолжать новые эти отношения, потому что очень нелегко это будет поначалу. Опять же, я говорю, это поначалу, да, вот у нее будет сомнение, потому что, ну, вот как будто она застукала, да, вот как будто застукала она, а это вы можете себе представить, да, какая-то ужасная боль, какой-то удар, когда ты своими глазами, допустим, видишь, как тебе изменяет твой любимый человек.
Причем, смотрите, может проигрываться даже еще ребенок у вас. Женщина, в принципе, будет не против, да, вот если вы совместно решите, захотите детей. Она будет не против. Вот она создана для материнства. Очень такая она домашняя. Из таких женщин получаются хорошие жены, хорошие матери. Плюс, вот я говорю, снова у нас выпадает, да, вот она очень боится обмана. Вот боится какого-то предательства. Поэтому вам, ну, потребуется, я думаю, какой-то период, чтобы как-то вот рассеять, развеять вот эти ее сомнения, да, вот вы ей покажете своим поведением, вы покажете своим отношением, что не все мужчины одинаковые, что есть мужчины, которые любят, которые ну, с пониманием относятся, с заботой, с нежностью, да, которым можно реально довериться. Так, давайте-ка посмотрим, сейчас коротко опишем, какая-то женщина еще, я думаю, вам будет интересно. Смотрите, она довольно умелая во многих делах. У нее может быть несколько профессий. Может даже врачом она быть, кстати, либо какая-то медицинская специальность. Женщина очень коммуникабельная, она умеет разговаривать. Знаете, вот есть такие люди, как говорят, вот язык подвешен, умеет рассказать, вот как ораторы хорошие, да, которые лекции, семинары читают. Она очень умеет, причем умело преподнести людям, рассказать что-то, да, вот она нравится окружающим, очень нравится. Некоторые ее считают манипуляторшей, но это не так. Она не манипуляторша в плохом смысле слова. Она просто насколько вот умело умеет с людьми коммуницировать, что некоторые вот как-то сомневаются в ней и думают, что вот она крутит, вертит. Нет, она очень хороший оратор и хороший организатор. Она мастер своего дела, в принципе. Вот как мужчина есть мастер на все руки, а это, ну, женщина как бы мастер на все руки, да, в своей отрасли в какой-то, и даже в нескольких профессиях может проигрываться. Она, смотрите, она дама такая, в общем-то, с характером. Ей палец в рот не клади, поэтому вот если она что-то решила, это так и будет. Вот есть некая упертость в ней, да, потому что, ну, сильные личности, их довольно тяжело, ну, сломить там, да, вот как-то. Ее можно только переубедить, какие-то доказательства, может быть, там преподнести, чтобы вот она поняла, что да, вот так и вот так вот надо. Она очень такая, как я уже говорила, домашняя, да, она будет не против, даже если вы решите ребенка родить. Она любит животных, она любит вот даже тот же сад-огород, да, но я имею в виду, ну, если дача, допустим, либо же это если частный дом, то она не против даже и в земле покопаться, да, там в саду, ну, то есть абсолютно не лентяйка. Но в то же время дамочка такая с характером. Но пусть вас это абсолютно не пугает пусть, потому что многие мужчины почему-то боятся женщин с характером. Вот почему-то ассоциируются такие женщины, что они будут манипулировать, они будут притворяться, еще что-то делать. Нет. Понимаете, она такая, потому что ее жизнь такой сделала, ее жизнь закалила. Ей разбивали сердце, причем я думаю, что ей не раз разбивали сердце, вот как-то мужчины и такие попадались, ну, не очень порядочные. Хотя она всегда хотела, мечтала иметь семью. Давайте-ка посмотрим, о чем она больше всего мечтает. Вот она мечтает тоже о любви, да, вот как бы приедет принц на белом коне, да, вот предложит свою любовь, увезет ее куда-нибудь в дальние края, да, то есть она очень семейно ориентирована, в принципе, так как вы. Вы в этом с ней, конечно, очень-очень сойдетесь. Смотрите, женщина еще, если вот внешность брать, допустим, скорее всего, это будет либо брюнетка, темноволосая такая, да, среднего телосложения, ну такая, я думаю, немного моложе вас она, скорее всего, будет. Очень заботливая, очень такая в чем-то даже может напоминать вам маму, вот именно материнскую заботу, да, но без фанатизма.
Потому что мужчины тоже не очень любят, когда женщина превращается уже в такую вот мамочку, да, это уже не женщина, а реально вторая мама рядом. Ты не туда сел, ты не туда встал, ты не так сказал, да, ну то есть это трэш полный, ну не очень это хорошо. Но она будет вот именно такая вот, знаете, ну как будто дозирована. Ну, то есть без напряга она будет заботиться за вами. Она будет и помогать, и подсказывать. Ну то есть эта женщина, в общем-то, мечта любого мужчины, я вам скажу. Поэтому, ребята, не упустите. Потому что реально сейчас такая жизнь, что очень тяжело найти хорошую женщину, с которой ты можешь быть и в радости, и в горести. Вот реально тяжело. Я думаю, вы это прекрасно знаете, потому что очень много людей, которые ищут выгоду, да, и среди женщин, да, и среди мужчин, если честно, да, вот все равно есть своя выгода, некая выгода. Особенно вот если человек, допустим, понимает, что, ну, не очень возможности там большие есть, да, то, конечно же, ищет человека, который с большими возможностями, да, который, допустим, и с финансами, и с квартирами, и с машинами, еще с какими-то там связями, да. Ну, то есть это сейчас повсеместно. Поэтому, если вы видите, что в вашей жизни появляется вот такая вот женщина, которая, ну, реально порядочная, таких людей всегда видно, но это, ну, просто кожей чувствуешь, что человек чистый, искренний, порядочный. Я вас призываю, не упустите такую женщину. Это очень-очень большая редкость и ценность. Поэтому смотрите, держите ухо востро, не проморгайте свою красотку, которая подарит вам реально вот счастье, покой и любовь. И все у вас будет хорошо. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!